Всем привет! В этом видео я покажу один из вариантов вкусного обеда для всей семьи. Он не только вкусный, но и легкий в приготовлении. Также на обед предлагаю приготовить манник. Первым блюдом приготовим ленивые голубцы. Это прекрасная возможность сэкономить свое время и приготовить вкуснейшие блюда. Такие голубцы не нужно заворачивать и отваривать капустные листы. Готовить такие голубцы – одно удовольствие. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала подготовим все ингредиенты. Мелко шинкуем полкилограмма белокочанной капусты. Одну луковицу нарезаем мелкими кубиками. Одну морковь трем на мелкой терке. На сковороду с небольшим количеством растительного масла кладем нарезанный лук. Пассируем его до золотистости. К луку добавляем тертую морковь. Перемешиваем и пассируем до мягкости морковки. В большую миску кладем нашинкованную капусту. К ней добавляем полкилограмма свино-говяжьего фарша. Насыпаем 3 столовые ложки ржаных отрубей или панировочных сухарей. И разбиваем одно яйцо. Сюда же добавляем половину пассерованных овощей. Все солим примерно половиной столовой ложки соли и перчим по вкусу. Перемешиваем до однородности. Вместо свино-говяжьего фарша можно использовать любой другой, например, куриный. Форму для выпечки немного смазываем растительным маслом. Из этой массы руками формируем голубцы в форме больших котлет и кладем в подготовленную форму. Еще больше разных легких рецептов с мясом смотрите в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. Сверху на голубцы выкладываем оставшуюся овощную пассировку. Томатный сок немного солим и перемешиваем. Выливаем его сверху на голубцы. Для этого количества ингредиентов понадобится 2 стакана томатного сока. Томатный сок можно заменить томатной пастой. Для этого нужно развести 4 столовые ложки пасты в 2 стаканах воды. Форму с голубцами накрываем крышкой или фольгой. Ставим в разогретую духовку до 200 градусов. Запекаем 60 минут. Ленивые голубцы готовы, можно подавать на стол. Ленивые голубцы получились очень вкусными, сочными и сытными. Они отлично подойдут как обед или ужин для всей семьи. Готовится очень просто и из самых доступных продуктов. Пока запекаются ленивые голубцы, приготовим суп с чечевицей. Такой суп по вкусу напоминает гороховый, но готовится намного быстрее. Суп с чечевицей – это быстро, просто и очень вкусно. В кастрюлю объемом 4 литра наливаем воду и ставим на огонь. Пока закипает вода, подготовим фрикадельки. 300 грамм фарша солим по вкусу и перчим. Для супа я взяла свино-говяжий фарш. Фарш хорошо перемешиваем. Из подготовленного фарша скатываем небольшие фрикадельки. Фрикадельки кладем в кипящую воду. Вода с фрикадельками закипела, снимаем ложкой ненужную пену. Если в дальнейшем при варке будет образовываться пена, то ее желательно снимать. На вкусовых качествах супа это не отразится, но выглядеть он будет красивее и аппетитнее. Сюда же кладем промытую красную чечевицу. Ее понадобится 200 грамм, по объему это 1 стакан. 300 грамм картофеля режем небольшими кубиками. После того, как суп с красной чечевицей проварился 5 минут, кладем в него подготовленный картофель. Если вы будете использовать зеленую чечевицу, то ее нужно варить на 20 минут дольше. Картофель с чечевицей варим еще примерно 15 минут. Готовим пассировку для супа. Одну луковицу нарезаем небольшими кубиками. Одну морковь трем на мелкой терке. На раскаленную сковороду с небольшим количеством растительного масла высыпаем нарезанный лук. Обжариваем до золотистости. К обжаренному луку кладем тертую морковь и пассируем еще 2-3 минуты. В
конце добавляем 1 столовую ложку томатной пасты и перемешиваем. Также у меня на канале есть еще один вариант обеда для всей семьи. Смотрите его по ссылке на экране или в описании под видео. В конце варки пастировку кладем в суп. Суп солим по вкусу примерно половиной столовой ложки соли. Перчим и кладем лавровый лист. Варим еще примерно 1-2 минуты и добавляем зелень. Я добавляю замороженный укроп. Все перемешиваем, суп готов. Суп с чечевицей получился очень вкусным, ароматным и сытным. Такой суп понравится как взрослым, так и детям. Обязательно его приготовьте, это очень просто и вкусно. На гарнир к ленивым голубцам сварим булгур. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. 1 стакан булгура хорошо несколько раз промываем чистой водой. На разогретую сковороду кладем небольшой кусочек сливочного масла. Когда масло растопилось, высыпаем на сковороду промытый булгур. Постоянно перемешивая, обжариваем булгур на среднем огне примерно 2-3 минуты. Затем сюда же в сковороду наливаем 2 стакана кипятка. Все солим примерно половиной столовой ложки соли, перемешиваем и накрываем крышкой. Убавляем огонь до минимума и готовим примерно 15 минут. Приготовленный булгур подаем на стол в теплом виде. Также приготовим легкий салат без майонеза. Салат готовится очень быстро и получается очень вкусным. Такой салат отлично подходит на каждый день. Три свежих огурца режем полукружочками. 2 вареных яйца нарезаем кубиками. Мелко режем небольшой пучок петрушки. 50 грамм сыра трем на крупной терке. Также нарезаем немного зеленого лука. В миску кладем нарезанные огурцы, вареные яйца, петрушку, тертый сыр. Сюда же выдавливаем через пресс зубчик чеснока и добавляем зеленый лук. Салат солим по вкусу и заправляем густым йогуртом. Также можно заправить сметаной или майонезом. Все перемешиваем и подаем на стол. Салат получился легким и ароматным. Обязательно его приготовьте, тем более готовится он легко и быстро. И на десерт приготовим манник. Манник по этому рецепту получается очень вкусный, а готовится очень просто. В миску насыпаем 1 стакан манной крупы, полстакана сахара и наливаем 1 стакан кефира. Вместо кефира можно использовать сыворотку. Объем моего стакана 250 мл. Все перемешиваем и оставляем на полчаса, а лучше дольше для набухания манки. Манка набухла, добавляем сюда же щепотку соли и 1 яйцо. Все перемешиваем. Пол чайной ложки соды гасим 1 чайной ложкой 9% уксуса и сразу же добавляем в тесто. Все перемешиваем. Сюда же наливаем 50 мл подсолнечного масла и перемешиваем. В самом конце в тесто добавляем полстакана муки и окончательно перемешиваем. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом и посыпаем мукой. В подготовленную форму выливаем готовое тесто. Манник ставим в разогретую духовку до 180 градусов. Выпекаем примерно 35-40 минут. Уже готовый и остывший манник для красоты посыпаем сахарной пудрой. Манник получился нежный, в меру влажный и очень вкусный. Обязательно его приготовьте, тем более готовится он очень просто.
Если вам понравился вариант такого обеда на каждый день, то обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.